Шаббат шалом. Кто Бога вычеркивает с книги жизни? Но сегодня я целый день практически посвятила вопросу Кейт Миддлтон. Что случилось с человеком, женой принца Уильямса и невесткой Чарльза, и он же король. Последний раз ее видели на Рождество, в конце 23-го года. Не знаю, это слухи. Так неопределенно абсолютно. Нигде она не показалась. У журналистов много вопросов, потому что размещают фотографии, которые сделаны очень некачественно, фотошоп. И это людей пугает. Умирает родственник. Якобы он наложил на себя руки. Хотя у него сильная травма головы. Это муж двоюродной сестры Уильямс. Говорят, что Кейт еще в сентябре повредила 2 пальца. И через 3 недели они опять были замотаны. Да. Ну, я, конечно, анализирую жизнь. В том смысле, что Бог спасает нас в паре. Бог нам дает вечность в паре. Как обычно, у меня метод гадания один. И вдруг падает карта. Суд. Ну, это все перевернуто, кстати. Не знаю даже, как это воспринимать. Тройка мечей. Император перевернут. Суд. Ну, он говорит, что Уильям агрессивный. Что он убил ее. Но совпадают 2 карты. Суд и император. Такая, они мне выпали таким образом. Да. Ну вот. Суд и император. Дальше. Паш чаш. Тройка мечей. 9 чаш перевернута. 2 чаш. И сила. Сила. То есть это было не заболевание. Говорят, что заболевание. Якобы у него онко. Ну, я не знаю. Боже помилуй, я, конечно, не хочу огорчать. Может, все это будет не фейк, но сила таки была. Я не знаю. Я уже не знаю, как воспринимать это все перевернуть. Или это характеристика сплетен. Тройка мечей – это глубокая печаль. Это действительно серьезно. Тройка мечей – глубокая печаль. Ну, говорят, что ехала скорая, а за ней полиция. А если полиция, то полиция приезжает когда?
Только когда насилие. Операция на брюшной полости. Что это значит? Итак, мне падает карта сразу 7. Суд императора. Они падают перевернутыми. И сила с другой стороны. Суд император справа, а сила слева. И все это перевернуто. То есть, возможно, разрушается фейк. Оно мне так упало, ко мне перевернуто. То есть я не буду лукавить. Паш чаш тоже перевернутая, а тройка мечей — это глубокая печаль. Посредине карта глубокая печаль. Вот. 29, 29. Две, говорит, пади. Какое-то число 29. Вот. Ну, отношения, которые станут ближе. Странная карта. Отношения, которые станут ближе. Девятка чаш. Паш чаш. Перевернут. Новый человек восходит в жизнь. Ну вот. Говорят, что вдруг она появляется якобы на фермерском рынке с Вильямсом. Но эта женщина похожа на меня. Что же так странно скрывает королевская семья? Они познакомились с Вильямсом еще в 2002 году. Они вместе учились в университете. И Вильямс не спешил с ней заканчивать отношения. Надолго ждал. Долго, действительно долго, аж 9 лет. Суд император, все это перевернутое. Но оно тоже означает суд, конечно. Я не знаю. Да. Двойка чаш означает отношения, которые станут ближе. И рядом с силой. То есть действительно была сила. Я даже не ожидала таких карт. Я вообще так, так как бы наблюдаю за этим всем. Еще фотография была, что она едет в машине с матерью своей. Но говорит, а где же ее родинки там в одном месте, во втором? Где же ее родинки? Да. А вот так. Странная судьба. Как королева, как принцесса Диана. Но она говорит, я не знаю насчет принцессы Дианы. Может, это действительно была смерть случайная. И не было там убийств. 3 детей. И такое якобы серьезное заболевание. Якобы она сидит на лавочке и дает интервью, рассказывает, что она сильно заболела.
И журналисты этому тоже не верят. Они свитерок 7-летней, 9-летней давности или 7-летней давности. Да. У нас спортсменка, вот, например, когда училась в колледже, даже возглавляла женскую команду с хоккея. Интересно. Суд император, 2 карты. И сила с другой стороны. А между ними двойка. Чаш, который означает отношения, которые ближе. Сила. Да. И глубокая печаль. Человека убили. Сейчас пытается найти двойника. Это женщина, которая ехала в машине с матерью Кэтрин. Имела на носу какой-то тоже этот, как это называется, пластырь или что на носу. Пластическая операция делается. Или травма лечится. Господи, покажи, она жива. Потому что смерть не выполнена. Смерть мне не выпала. Единственная карта, которая мне не совсем понятна, это паж чаш перевернутый. Новый человек входит в жизнь. Тоже намек на то, что ищут двойника. Уникально. Якобы они куда-то поехали на пасхальные каникулы, куда-то выехали. Вообще ничего не понимаю. Так, 6 мечей и 8 динариев. Конец трудной ситуации. Ну, это тупик какой-то. Искусная работа. 8 динариев, это как бы искусственная работа, но у меня она попадает перевернута. То есть постоянные проколы, потому что Чарльз нанимает себе там нового руководителя, который бы отвечал за связь с СМИ. И он рассказывает, что Кейт, она стеснительна. Но она выходила сразу же, как родила, через какой-то короткий период времени, она фотографировалась с ребенком на руках 3 раза. 3 фотографии показывала. А тут что? Если она больная раком, она не может показаться. Да, ну хорошо, я не буду сейчас пиши все-таки, что это было за видео, которое она выступала на лавочке, сидела. Там тоже нашли много каких-то нестыковок. Вот. Так она плохо выглядит, так сильно заболела. Да. Эта информация меня сегодня очень сильно увлекла, и я, наверное, переутомилась. Тем более, что я болею. Вот. Ну, самое интересное, что еще в 19 году жена Гарри Меган подарила Кейт
очень сильно заостренный нож на Рождество. Вот. Ну и говорят, что она колдунья и мать её колдунья. И вот таким образом она увлекла Гарри. И таким образом получилось, что а чей Гарри сын? Говорят, что не Чарльза сын. Гарри сын не Чарльз. Вот, поэтому тут такие всякие разногласия, ссоры. Итак, что же произошло? И насколько агрессивный Вильям, что он мог свою жену убить. Приревновал, но ходят слухи, что тот убитый родственник якобы был любовником Кейт. Он приревновал. Он убил свою жену. Суд и император. Сила. Слишком близкие отношения. Все указывает на то, что насилие было, но я не вижу смерти. Хотя тройка мечей указывает на глубокую печаль. А что может быть глубже печали, чем убийство? Итак, проблема налицо. И она поднимается мною очень давно. Потому что получается, как написано, что ревнивый муж, в притчах сказано очень серьезно, с кем он сравнивается, ревнивый муж? Что он готов убить, так и написано в притчах. Об этом четко сказано. Пятерка жезлов перевернутая означает конфликт. Конкурирующие цели, скучные деталями. Конкурирующая цель — это вполне возможно, что речь идет в данном случае о ревности. Возможно. Вильям не простил жене измену. Убил любовника и ее. Вот такой вердикт. Я даже не знаю, что у меня в руке опускается. Я, конечно, могу заблуждаться. Может, она серьезно заболела онко, и я не так расшифровала карту. Ну, извините. До следующей встречи.